Добрый день, друзья! Меня зовут Неля, и вы на канале Готовить просто. Сегодня я делюсь с вами рецептом очень вкусного и оригинального торта, который можно приготовить за полчаса. Воздушный бисквит, нежный крем и слегка кисловатая начинка прекрасно гармонируют в этом десерте. Кроме того, коржи мы будем укладывать вертикально, из-за этого торт имеет необычный, но очень аппетитный вид. Для теста нам понадобится 3 яйца, 100 г сахара, 2 чайные ложки ванильного сахара и 100 г муки. Для фруктового желе 200 г ягодного пюре, 12 г желатина и 80 г воды. Для сливочного крема 300 г крем-сыра, 30 г сахарной пудры и 100 мл сливок жирностью не менее 30%. Первым делом приготовим бисквит. В сухую миску насыпаем 100 г сахара. Добавляем 3 яйца. Взбиваем до светлой пышной массы. У меня на это уходит около 8 минут. Начинаем с низких оборотов миксера и постепенно добавляем скорость. Сразу же добавляем ванильный сахар. Яйца у меня уже хорошо взбились, масса стала пышной и воздушной, а сахар полностью растворился. В 3-4 приема добавляем просеянную муку. Аккуратно перемешиваем лопаткой снизу вверх, чтобы не было комочков теста. Точный список всех ингредиентов вы всегда сможете найти в описании под видео. Вот такой структурой у меня получилось тесто, воздушное и однородное. Противень застилаем пергаментной бумагой и выливаем на него тесто. Равняем по всей поверхности, формируя прямоугольник. В итоге у меня размер коржа получился 35 на 30 сантиметров. Отправляем в заранее разогретую духовку при температуре 180 градусов на 12 минут. Время выпечки зависит от вашей духовки. Корж должен слегка подрумяниться. Важно не передержать его, иначе он будет сухим. Вот такой румяный корж у меня получился. Стол застилаем полотенцем, переворачиваем корж и снимаем пергамент, на котором выпекался бисквит. Даем ему остыть и пока займемся начинкой. Я готовлю из замороженного малинового пюре, отправляю его в сотейник, добавляю сахар и ставлю на огонь. Желатин заливаем холодной водой и даем постоять минут 5-10. Он должен быть вот такой набухший. Добавляю его к ягодному пюре и чуть провариваю. Кипятить не нужно, мягкие крупинки желатина должны полностью раствориться. Вместо ягодной прослойки можно взять обычное варенье. Убираем с огня. Пусть пока остывает. И пока займемся кремом. Берем 300 грамм сыра, у меня альметте, можно заменить на маскарпоне. Добавляем к нему 30 грамм сахарной пудры и 100 мл сливок жирностью не ниже 30%. Сыр и сливки непременно должны быть холодными. Пудры можете взять и побольше, на свой вкус, но я не советую делать крем и ягодную начинку слишком сладкими, чтобы вкус получился гармоничным. Взбиваем на высокой скорости до плотности и четких следов от венчика. Дольше не нужно, может начать отсекаться сыворотка. Крем готов. Теперь формируем десерт. У остывшего бисквита отрезаем края. Сама основа должна иметь ровные стороны. Теперь по всей поверхности наносим малиновую начинку. Аккуратно равняем ее. Вместо желатина в малиновое пюре можно добавить кукурузный крахмал. 15 грамм, это где-то 1,5 чайной ложки. Сверху на малиновое пюре ровным слоем наносим крем. Теперь рулет нужно разрезать на ровные полосы. Ширину выбирайте сами. У меня в итоге бисквит, когда я отрезала края, стал 32 сантиметра. Я сделала надрезы с двух сторон по 5 сантиметров. В итоге имеем 6 ровных полос. Берем одну и сворачиваем ее в рулет. Крем чуть-чуть вытек, но это не страшно, это только первый корж. Ставим на тарелку в центре. Теперь берем по одной полоске, прикладываем к месту, где закончился шов предыдущего коржа. Заворачиваем. Следующие полосы прикладываем точно так.
Торт готов. Конечно, его можно кушать, но лучше дать время настояться и пропитаться. Я закрепляю в кондитерском кольце и отправляю в холодильник минимум на 2 часа, а лучше на ночь. Так торт будет намного мягче. По истечении времени достаем торт, украшаем и подаем к столу. Я использую остатки крема и свежую малину. И в разрезе. Посмотрите, насколько он красивый и красочный. Очень необычная подача торта. Кроме того, он готовится очень быстро, а выглядит просто потрясающе. На вкус мягкий воздушный ванильный бисквит с нежным сливочным кремом и легкой кислинкой малины. Просто парад вкусов. Друзья, как вам такой вариант приготовления торта? Пишите в комментариях. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, делитесь видео в соцсетях и не забывайте подписываться и нажимать на колокольчик. Так вы будете получать уведомления о моих новых видеорецептах. С вами была Неля. Всем приятного аппетита и мирного неба над головой.